Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Ну что, друзья, подходит месяц май, заканчивается весна, и сегодня в этом видео мы с вами уделим внимание народным приметам на 31 мая. Поговорим о том, что это за такой прекрасный день, что можно делать в этот день, что нельзя делать в этот день и что ни под каким предлогом не смотрите туда, иначе быть беде. 31 мая в народном календаре наступает День Федота Овсянника. И запреты, которые существуют в этот день, нужно обязательно выполнять, иначе не избежать бед. По народным приметам 31 мая разворачиваются последние дубовые листочки, а душа людей, рожденных в этот день, улетает к дубу, где, подобно птице, ищет гнездо-дупло. В народном календаре эта дата получила название Федот-Овсянник, Федотов день или Семь дев. Православная церковь 31 мая почитает мученика Феодота Анкирского и 7 дев-мучениц: Александру, Текусу, Клавдию, Фаину, Ефрасию, Матрону и Иуглию. Святой Феодот жил в III веке в городе Анкире Галатийской области. Он вел благочестивую христианскую жизнь, был женат и имел свою гостиницу. Когда при правлении императора Диоклетиана, ярого гонителя христиан, наступил голод, Феодот в своей гостинице организовал приют христианам, кормил их и скрывал от язычников. Святого мученика Феодота в народе прозвали Федотом, а день его памяти посчитали благоприятным временем для посева овса, который должен был совпадать и с полным одеянием дума в зеленый наряд. И когда речь заходила об овсе, то обычно вспоминали Федота. Если же аль нет, то поминали 7 дев, погибших за веру во Христа, которых тоже церковь почитает в этот день. В былые времена существовал обычай класть в льняные семена вареные яйца, для того, чтобы лучше уродился лен. Перед тем, как съесть яйцо, его подбрасывали кверху и говорили: «Вырасти лен выше стоячего леса». По народному поверью, дуб считался символом силы, могущества, прочной веры и славы. Славяне верили, что именно на нем, а не на яблоне, растут плоды бессмертия, молодильные яблоки. Позже дуб стал деревом Перуна, славянского бога-громовержца, за что его прозвали Перуновым деревом. Под его кронами устраивали языческие храмы, капища, где приносили жертвы богам. Под дубами совершались брачные церемонии славянских народов. Молодым нужно было взяться за руки и трижды обойти вокруг дерева. И такой союз считался скрепленным на всю жизнь и священным. Сон в этот день считался вещим, и он к тому же являлся опасным. Также обращаем ваше внимание на то, что вам приснилось. Если вы во сне потеряли ключи, то знаете, что это к смене работы или переезду. Ногти стричь во сне к торжеству врагов.
А если вы во сне скупаете старые вещи, то значит вы возвращаете долги. Если вы сворачиваете во сне губы в трубочку, то, к сожалению, это к измене супруга. А если вы слышите во сне голос, но не видите того, кто вам говорит, знайте, это к опасности. Люди, которые родились 31 мая, им суждена долгая жизнь, и им подходят жемчуг и янтарь. В этот день, друзья, 31 мая, ни в коем случае нельзя петь овсяный кисель. По народной примете вы так можете привлечь на себя голод и большие долги. Незамужним девушкам категорически запрещено быть в одиночестве в этот день. В противном случае вы не найдете себе пару. 31 мая ни под каким предлогом не стоит оборачиваться, если вас окликают на улице. Говорят, что так человека заманивает сам сатана. Если же повернуть голову, то начнется полоса невезения и неприятностей. Еще сегодня нельзя давать ключи от дома гостям или сотрудникам от своего кабинета. Иначе вам придется в срочном порядке менять место работы или переезжать. Друзья, вот такие вот у нас с вами народные приметы на 31 мая. Мы надеемся, этот прекрасный последний день весны пройдет у вас успешно и благополучно. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайк этому видео, и мы с вами обязательно услышимся в следующем видео.